Добрый день! В этом видео я расскажу о том, как открыть свою компанию в России иностранцу. Обращаю ваше внимание на то, что информация в ролике актуальна на дату публикации. Начну с того, что можно быть физическим лицом-предпринимателем, и есть две формы. Это индивидуальное предпринимательство и так называемая самозанятость. Самозанятость доступна не всем иностранцам. Бытует мнение, что возможность открыть самозанятость есть у обладателей вида на жительство, но это совершенно не так. Здесь не важны статусы, важно гражданство. Согласно статье 5 422 Федерального закона, это могут быть только граждане стран ЕАЭС и Украины. В ЕАЭС входят, кроме России, 4 страны – Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. А вот возможность стать индивидуальным предпринимателем, напротив, зависит именно от наличия статуса. Им можно стать только имея РВП или вид на жительство, без них невозможно. И кроме того, необходимо иметь регистрацию по месту жительства. Со статусом, с миграционным учетом тоже нельзя открыть ИП. Что касается ООО, это аналог ЛТД в России. Учредить ее может любой иностранец с любым гражданством, с любым статусом и любой целью въезда. Однако, если вы хотите быть не только владельцем, но и директором компании, то вас ожидают сложности. Первая сложность, которая касается абсолютно всех, это необходимость уведомления МВД о найме иностранцев в 3 рабочих дня. И директор-иностранец в данном случае ничем не отличается от иных работников. Так как на открытие фирмы может уйти время, то с этим моментом регулярно возникают сложности. Основная рекомендация здесь – нанять директором все же гражданина России. Это может быть как постоянным решением, так и временным. И обязательным шагом, если для работы в России вам нужна рабочая виза. Для тех, у кого статус РВП или вид на жительство, а также для тех, кто из стран ЕС, это единственная сложность со стороны миграционных законов. Для граждан Украины, кроме этого, на момент трудоустройства должна быть оформлена дактакарта. Для тех иностранцев, которым для работы нужен патент, помимо уведомления на момент назначения на должность, обязательно должен быть оформленный патент. И если в вашем регионе пишут должность в патенте, то она должна соответствовать той, на которую назначаетесь. Как правило, эта должность называется генеральный директор, но не обязательно. Вы можете выбрать и иной вариант, важно, чтобы это фигурировало в уставе и в ЕГРЮ. Если для работы в России вам нужна виза «Трудовая деятельность», будьте готовы к трудностям в том, чтобы возглавить собственную фирму. Если с организацией фирмы проблем у вас не возникнет, то процесс найма себя как директора заставит вас попотеть. Самое простое в данном случае – это оформить разрешение на работу для высококвалифицированного специалиста. Но в этом случае основным условием будет заработная плата в размере 750 тысяч рублей за квартал. Квартал – это 3 месяца. Далее такое разрешение буду называть ВКС. Надо учесть, что эта зарплата должна быть официальной, а подтверждение ее выплаты подаются ежеквартальное уведомление. У ВКС есть льгота по взносам, не уплачивается взнос в СФР, в остальном же в полном объеме все налоги и взносы, как и для других категорий. И еще важный момент, доходы ВКС облагаются всегда по ставке 13% без деления на резидентов и нерезидентов. Если вы не готовы позволить себе иметь таковую заработную плату, особенно это может быть проблематично на старте бизнеса, то нужно оформить простое разрешение на работу для визовых граждан. О подробностях получения такого разрешения я уже рассказывала в предыдущем видео, а в этом мы остановимся на нюансах, связанных с оформлением именно для главы фирмы. Что надо знать? Во-первых, генеральный директор – должность для малого бизнеса квотируемая, а это означает, что есть необходимость ежегодно запрашивать квоту. Близкие должности, не требующие квоты, вы видите сейчас на экране. Напоминаю, что для этого необходимо прописать такую должность, как главу компании, в уставе и в ЕГРЮ. Прочие сложности связаны с тем, что невозможно стать сразу директором фирмы. Публикация вакансий займет минимум 30 дней, получение разрешения на привлечение иностранной рабочей силы столько же, затем подача и получение на разрешение на работу еще 15 рабочих дней. Если вы уже находитесь в России в это время, вам нужно будет пересекать границу и вклеивать новую визу. Все это время у вас должен быть главой фирмы кто-то, и это будете не вы. Вот основные, на мой взгляд, проблемы со стороны миграции для открытия своего бизнеса в России. До встречи на канале!